Превосходство и неполноценность. Чувство превосходства либо неполноценности – это отношение зависимости в чистом виде. Ваши качества сопоставляются с качествами других, поэтому неизбежно создается избыточный потенциал. На энергетическом уровне не имеет значения, выражаете вы свое превосходство публично или просто втайне поздравляете себя при сравнении с другими. Нет нужды доказывать, что явное выражение своего превосходства не принесет ничего, кроме неприязни окружающих. Сравнивая себя с другими в свою пользу, человек стремится искусственно самоутвердиться за чужой счет. Такое стремление всегда создает потенциал, даже если это просто тень высокомерия, не выраженная явно. Действие равновесных сил в таком случае всегда будет проявляться как щелчок по носу. Понятно, что сравнивая себя с окружающим миром, человек пытается доказать свою значимость. Но самоутверждение за счет сравнения иллюзорно. Аналогично муха пытается пробиться через стекло, когда рядом открыта форточка. Когда человек стремится объявить миру о своей значимости, энергия тратится на поддержание искусственно созданного избыточного потенциала. Самосовершенствование, напротив, развивает реальные достоинства, поэтому энергия не тратится попусту и не порождает вредный потенциал. Вам может казаться, что энергия, затрачиваемая на сопоставление, ничтожна. На самом деле этой энергии с избытком хватает для поддержания достаточно сильного потенциала. Главную роль здесь играет намерение направить энергию в ту или другую сторону. Если в качестве цели выступает желание приобрести достоинство, намерение катит человека вперед. Если же его целью является демонстрация миру своих регалий, он пробуксовывает на месте, создавая неоднородность в энергетическом поле. Мир будет потрясен блеском регалий, и в действие вступят равновесные силы. Выбор у них небольшой: либо оживить поблекшие краски окружающего мира, либо погасить блеск неуместной звезды. Первый вариант, конечно, слишком трудоемкий. Остается только второй. Способов сделать это у равновесных сил предостаточно. Для них вовсе не обязательно лишать честолюбца регалий. Достаточно преподнести ему любую досадную неприятность, чтобы сбить спесь. Мы часто воспринимаем всякие неприятности, проблемы и препятствия как неотъемлемые свойства этого мира. Ни у кого не вызывает удивления, что все они, начиная с мелких и кончая крупными, являются непременными спутниками каждого человека в течение всей жизни. Все привыкли, что таков есть наш мир. На самом деле неприятность – это аномалия, а не нормальное явление. Откуда она берется и почему случается именно с вами, часто определить логическим путем невозможно. Так вот, большинство неприятностей, так или иначе, вызвано действиями равновесных сил по устранению избыточных потенциалов, созданных вами или людьми из вашего окружения. Вы сами не отдаете себе отчета, что создаете избыточные потенциалы, а затем принимаете неприятности как неизбежное зло и не понимаете это как работу равновесных сил. Вы можете избавиться от большей части неприятностей, если освободите себя от титанических усилий, направленных на поддержание избыточных потенциалов. Титаническая энергия тратится не только впустую, но и обращает равновесные силы так, что результат получается прямо противоположный намерению. Таким образом, необходимо просто перестать биться, как муха о стекло, и перенаправить намерение на развитие достоинств, не заботясь о своем положении на лестнице превосходства. Сбросив с плеч груз озабоченности по поводу повышения собственной значимости, вы избавитесь от воздействия равновесных сил. Проблем станет меньше, а вслед за этим возрастет уверенность в своих силах. С другой стороны, следует гнать прочь малейшие мысли о том, что вы способны контролировать окружающий мир. Независимо от положения на социальной лестнице с такой позицией, вы обязательно окажетесь в проигрыше. Попытки изменить окружающий мир нарушают равновесие. Активное вмешательство в устройство мира в той или иной степени задевает интересы множества людей. Трансерфинг позволяет выбрать судьбу, не затрагивая при этом ничьих интересов. Это гораздо эффективнее, чем действовать напролом, преодолевая препятствия. Судьба действительно в ваших руках, но лишь в том смысле,
что вам дано ее выбирать, а не изменять. Действуя с позиции Творца судьбы в буквальном смысле, многие люди терпят поражение. В трансерфинге нет места для борьбы, поэтому можете с облегчением закопать топор войны. С другой стороны, отказ от превосходства не имеет ничего общего с самоуничижением. Принижение своих достоинств есть превосходство с обратным знаком. На энергетическом уровне знак НИИМС одного значения. Величина возникающего потенциала прямо пропорциональна значению смещения оценки. Столкнувшись с важностью, равновесные силы действуют так, чтобы сбросить ее с пьедестала. В случае же с комплексом неполноценности они заставляют человека пытаться всячески поднять искусственно заниженные достоинства. Равновесные силы действуют обычно в лоб, не заботясь о тонкостях человеческих отношений. Поэтому человек ведет себя неестественно, тем самым еще больше подчеркивая то, что пытается скрыть. Например, подростки могут вести себя дерзко, тем самым восполняя неуверенность в себе. Стеснительные могут вести себя развязно, чтобы скрыть свою застенчивость. Люди с низкой самооценкой, желая показать себя с наилучшей стороны, могут вести себя скованно или наигранно. Ну и так далее. В любом случае борьба со своим комплексом приносит еще более неприятные последствия, чем он сам. Как вы понимаете, все эти попытки тщетны. Бороться с комплексом неполноценности бесполезно. Единственный способ избежать его последствий – это устранить сам комплекс. Однако избавиться от него довольно сложно. Уговаривать себя, что у вас все отлично, тоже бесполезно. Обмануть себя не удастся. Здесь может помочь техника слайдов, с которой мы познакомимся позже. На данном этапе достаточно просто уяснить, что озабоченность своими недостатками в сравнении с достоинствами других работает так же, как желание показать свое сравнительное превосходство. Результат будет противоположный намерению. Не воображайте, будто все вокруг придают вашим недостаткам такое же значение, что и вы сами. На самом деле каждый озабочен только своей персоной, поэтому можно спокойно сбросить с себя титанический груз. Избыточный потенциал исчезнет, равновесные силы перестанут усугублять положение, а освободившаяся энергия будет направлена на развитие достоинств. Речь идет о том, чтобы не бороться со своими недостатками и не пытаться их скрыть, а компенсировать другими качествами. Отсутствие красоты можно компенсировать обаянием. Есть люди с довольно непривлекательной внешностью, но стоит им заговорить, как собеседник целиком попадает под их очарование. Физические недостатки компенсируются уверенностью в себе. Сколько великих людей в истории обладали невзрачной внешностью. Неумение свободно общаться можно заменить умением слушать. Есть такая поговорка: «Все врут, но это ничего не меняет, потому что никто никого не слушает». Ваше красноречие может интересовать людей, но только в последнюю очередь. Все, так же как и вы, заняты исключительно собой, своими проблемами, поэтому хороший слушатель, которому можно все излить, настоящий клад. Застенчивым людям можно посоветовать одно: берегите это свое качество как сокровище. Поверьте, застенчивость обладает скрытым обаянием. Когда вы откажетесь от борьбы со своей застенчивостью, она перестанет выглядеть неуклюже, и вы заметите, что люди испытывают к вам симпатию. Ну и еще один пример компенсации. Надуманная потребность быть крутым очень часто толкает людей на подражание другим, добившимся звания крутого. Бездумное копирование чужого сценария создаст не более чем пародию. У каждого есть свой сценарий. Вам достаточно просто выбрать свое кредо и жить в соответствии с ним. Подражать другим в достижении статуса крутого значит пользоваться методом мухи, бьющейся о стекло. Например, в группе подростков вожаком становится тот, кто живет в соответствии со своим кредо. Вожак потому и стал таковым, что он сам освободил себя от обязанности советоваться с другими о том, как ему поступать. Ему нет необходимости кому-либо подражать, он просто сам установил себе достойную оценку, он сам знает, что делать, ни перед кем не заискивает, не пытается никому ничего доказать. Таким образом он свободен от избыточных потенциалов и получает заслуженное преимущество.
Лидерами в любых группах становятся те, кто живет в соответствии со своим кредо. Если человек избавил себя от груза избыточных потенциалов, ему нечего отстаивать, он внутренне свободен, самодостаточен и имеет больше энергии. Эти преимущества по сравнению с остальными членами группы и делают его лидером. Видите, где находится открытая форточка? Может, вы думаете, что все это не про меня, уж я-то этим не страдаю. Не пытайтесь себя обмануть. Любой человек в той или иной степени склонен создавать избыточные потенциалы вокруг своей персоны. Но вообще, если вы будете придерживаться принципов трансерфинга, комплекс неполноценности или превосходства просто исчезнет из вашей жизни.